В Грозном атакован полк Кадырова. Россию ждет рекордный неурожай. В Якутии упал астероид. Это новости среды, 4 декабря. В студии Кирилл Седов. Ставьте лайк, а я расскажу новости к этому часу. В Грозном атакован элитный полк спецназа имени Ахмата Кадырова. Около 5 утра по местному времени беспилотник ударил по казарме полка. Взрыв был слышен на несколько километров вокруг. Как пишут российские телеграм-каналы, пострадавших нет. В Грозненском аэропорту ввели план «Ковер». Он применяется во время налетов беспилотников. Как минимум один рейс на Москву задержан. А всего ночью на территории России были сбиты 35 беспилотников. Это утверждает Министерство обороны. Дроны были перехвачены в 8 российских регионах. Это Курская, Брянская, Белгородская и Калужская области, Краснодарский край, а также Рязанская, Ростовская и Астраханская область. А российские шахеды ночью снова атаковали Тернопольскую область Украины. Кроме того, воздушные силы ВСУ сообщали о беспилотниках «Камикадзе» над Полтавской, а также над Черниговской, Киевской, Хмельницкой и Николаевской областями. И продолжаем военную тему. Украина якобы согласится отдать России часть оккупированных Кремлем территорий. Сегодня утром об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в окружении избранного президента США Дональда Трампа. По их словам, Украина пойдет на то, чтобы лишиться части областей, занятых российской армией. При этом вступление Украины в НАТО будет приостановлено, но не снято с повестки, как того требует Владимир Путин. Если же Кремль это предложение не устроит, Дональд Трамп начнет еще активнее накачивать Украину оружием для сдерживания военных амбиций Путина, пишет издание. И еще одна публикация. Ракета «Орешник», блеф и спецоперация Кремля по введению мира в заблуждение. Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на 4 действующих чиновников из разных эшелонов российской власти. Кремль, военные и спецслужбы провели пропагандистскую операцию с ударом по Украине якобы новейшей ракетой «Орешник». А звонок представителю МИДа Марии Захаровой с просьбой не комментировать эту атаку оказался частью шоу. Да. Алло. Да, у меня брифинг. По словам одного из собеседников, власти провели мозговой штурм о том, как, цитата, «осадить американцев и англичан за разрешение Киеву бить западными дальнобойными ракетами по территории России». В итоге был разработан план по демонстрации успехов российского ВПК. Реальных запасов систем «Орешник» у России, скорее всего, нет. Учитывая бюрократию и отсталость, промышленности понадобится 5-7 лет, чтобы наладить их выпуск. Новый генсек НАТО Марк Рютте накануне в ответ на вопрос о том, испугался ли Запад «Орешника», заявил, цитата, «это не сдержит союзников в их поддержке Украины». Конец цитаты. России грозит рекордная за десятилетие потеря урожая озимых. Об этом сообщает аналитический центр «Прозерно» со ссылкой на данные Гидрометцентра. Из-за летней засухи сейчас в хорошем состоянии находится лишь 31% посевов. Это наименьший размер хороших посевов перед входом в зиму за последние 23 года, говорят аналитики. Катастрофическую ситуацию с посевом еще осенью признали федеральные власти. Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут буквально призвала молиться о дожде и урожае. Цитата. «Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю». Трамвай в Новосибирске на большой скорости протаранил 2 машины, которые оказались на путях. Трамвай врезался в 2 автомобиля Toyota и Hyundai Solaris. Одну из машин трамвай протащил по путям. Как сообщили в госавтоинспекции региона, пострадал водитель одного из автомобилей. Прокуратура Новосибирской области начала проверку. А в Якутии упал астероид. Очевидцы делятся впечатлениями в соцсетях. Вон он. Ядрить, падай. Во. Все, что ли? Все? Видели?
О приближении этого небесного тела Европейское космическое агентство сообщило утром 3 декабря. Роскосмос называл астероид потенциально опасным. Его размер, по разным оценкам, составлял от 1,5 до 2 метров. Астероид прошел над атмосферой Земли над территорией Якутии в час ночи по местному времени. Об этом сообщило Республиканское управление МЧС. Повреждений и пострадавших нет. Астероид сгорел. Жители Олекминского и Ленского районов могли увидеть горящий след и вспышки. Военный мятеж в Южной Корее провалился. Президенту страны грозит импичмент, министру обороны обвинение в госизмене. Этой ночью улицы столицы страны, Сеула, выглядели вот так. Вчера глава Южной Кореи Юн Сок Йоль неожиданно для всех объявил в стране военное положение из-за того, что парламент понизил расходы бюджета и угрожал распуском правительству. Между президентом и законодателями затяжной конфликт. Парламент в стране контролирует оппозиция. Юн Сок Йоль пошел ва-банк. Военное положение было введено в Южной Корее впервые за 45 лет. Якобы оно было необходимо, чтобы защитить страну, цитата, от угрозы северокорейских коммунистических сил. Военнослужащие встали на сторону главы государства и окружили здание парламента. Но оппозиционные депутаты смогли прорваться внутрь и проголосовать за отмену режима. В итоге президент остановил действие указа и пропал. С ночи Юн Сок Йоль так и не появлялся перед камерами и не сделал никаких официальных заявлений, а часть его администрации подала в отставку. Шестой день протестов в Грузии. В ночь на среду в Тбилиси и других городах страны произошли новые столкновения между активистами и полицией. События в Грузии уже назвали революцией фейерверков. Протестующие стреляют в силовиков из самой разной пиротехники. Те в ответ применяют водометы и слезоточивый газ. Протесты, хоть и длятся уже неделю, не становятся слабее. Накануне, после окончания рабочего дня, на улице Тбилиси опять вышли десятки тысяч человек. Оппозиция приводит цифру до 100 тысяч. Первую попытку разгона силовики предприняли в 11 часов вечера и зачистили территорию вокруг парламента. Затем спецназ несколько часов забрасывал протестующих шашками со слезоточивым газом. Демонстранты в ответ запускали фейерверки. Лишь к утру оппозиция отступила в сторону площади Героев и возвела новые баррикады из мусорных баков. Любимый журналист российских пропагандистов Такер Карлсон снова в Москве. Он, как и обещал, вернулся. На этот раз ради беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ночи блогер опубликовал вот такой анонс с видом на Красную площадь. In the week since we left Russia, Moscow, where we are now, in February after interviewing Vladimir Putin, we've watched from the United States as the Biden administration has driven the U.S. ever closer to a nuclear conflict. Утром официальный представитель МИД Мария Захарова похвасталась в своем телеграм-канале фото со съемочной площадки и призвала набраться терпения. В комментарии ТАСС она сказала, что интервью выйдет через пару дней. По словам самого Карлсона, он опубликует видео беседы Лаврова очень скоро. Карлсон спрашивал Лаврова про обострение конфликта между Россией и США, отношения Москвы и Пекина и последствия избрания Дональда Трампа президентом. В феврале Такер Карлсон взял в Москве свое первое интервью из российского цикла у Владимира Путина. Пропаганда тогда преподнесла разговор как международный триумф Кремля. Затем Карлсон встречался с философом Александром Дугиным, владельцем телеграмма Павлом Дуровым и миллиардером Андреем Мельниченко. И это все новости к этому часу. Итоги дня вы можете узнать вечером в 6 часов по Москве. Их подведет для вас моя коллега Марина Муратова. Главные события этой среды с комментариями экспертов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропускать. И следите за нами в Телеграме. Увидимся. Пока.